Привет, мои хорошие, мои друзья, мои подписчики. Я очень рада с вами делиться со своими рецептами. В этом видео я буду делиться с рецептом теста универсальное, которое можно использовать и для булочек, и для бургера, и для пирожка. Для этого нам понадобится килограмм муки. Я просеиваю муку через сито. Просеивание муки дает больше кислорода, и тесто будет подниматься вдвойне легче и пышнее будет наша структура. Чтобы тесто получилось, нам, конечно же, понадобятся жидкие ингредиенты. Для этого берем 300 грамм кипятка, крутого кипятка, только что вскипяченного. Добавляем туда 250 миллиграммов молока. Почему берем кипятка? В основном мы молоко держим в холодильнике, поэтому далее добавляем 20 граммов сухих активных дрожжей, размешиваем, и чтобы активизировать процесс брожения, мы добавляем сахар. Я добавила 30 грамм. Если вы хотите сделать с этого теста булочки, добавьте больше сахара, соответственно, надо уменьшить количество соли. В данном случае мы берем 30 грамм сахара и 10 граммов соли. Далее размешиваем и вводим жидкую массу в муку. В первую очередь я добавляю яйцо, у меня 1,5 яйца. Жидкие ингредиенты, там соль, сахар, дрожжи, молоко и кипяток. Размешиваем. Смотря по структуре, можете посмотреть. Если вам нравятся плотные булочки, из этого теста можно также батоны делать. Французские батоны, но мне нравится, когда пышные, легкие, поэтому я еще чуть-чуть добавлю 100 миллиграмм воды. Месим тесто руками. Тесто любит теплую среду, поэтому руками помогаем активизироваться. Добавляю 50 миллиграммов 50-70 миллиграммов растительного масла. Смотрите по структуре, чтобы тесто не липнуло к рукам. Месим до тех пор, пока у нас однородная масса не получится. Потом у меня это новая банная шапочка, и окутываем, закрываем шапочкой. После 1,5 часа в теплом месте, можно на 2 часа поставить, тесто должно увеличиться на 2 объема раза больше. Еще раз месим, выпускаем воздух, кислород полностью. Что это нам даст? Если вы торопитесь, в данном случае можно сделать тесто, то есть сделать пирожки, булочки
но я бы не порекомендовала бы, потому что в данном случае у нас еще тесто не готово. Аль денте, почти готово, да? Наша цель это пышные булочки, легкие и объемные, чтобы были. Готовим начинку. У меня просто картофельное пюре из картошек. Берем примерно 1,5-2 килограмма, сколько вам необходимо. Но в данном случае у меня тут я использую только половину, половина для ужина. В произвольной форме нарезаем кубиками приблизительно, как вам удобно. Можно даже на половинки, на четвертинки, насколько вы торопитесь. После второго замеса оставляем тесто отдохнуть на 30 минут. После 30 минут наше тесто готово. Можно уже формировать. Берем и разделяем тесто на куски. Как вам желательно? Ну, приблизительно 80-100 грамм должно быть. Зависимо от размера, какой вы хотите готовые изделия. Первым делом я делаю булочки. После второго подъема теста и после формирования готового изделия, булочек либо пирожки, мы должны оставить тесто еще на минут 10. На минут 10 отдохнуть, чтобы он еще раз поднялся и структура была немножко гладкой. Я оставляю, формирую булочки, то есть сначала формирую булочки, потом делаю бургеры. Бургеры то же самое, то есть беру кусками, разделяю тесто, потом беру ладонью и кручу, чтобы тесто, как мы вот охватываем мышку, то же самое, тесто должна быть у нас в ладони вместиться, и не большое, и не маленькое должно быть. Если у вас ладонь большая, можете вот по объему посмотреть. И здесь мы формируем пирожки. Люблю, когда у пирожков больше начинки. Обязательно пюре посолите, поперчите, не забудьте про этот процесс. Как я формирую? Делаю лепешку, кладу начинку и беру за самую крайнюю точку и соединяю. Желательно, чтобы ваши ручки не были масляные, чтобы не были. A glimpse of Panama. We don't need a map. I'll let you know when we've arrived. Yeah, we can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. И оставляем тесто. Вот здесь у меня тесто полежало примерно 10-15 минут, пока я сделала вторую порцию, да? Нагреваем духовку на 180-200 градусов и ждем до готовности. Примерно 10-15 минут мы должны все это контролировать, смотреть. Булочки либо пирожки должны быть золотистого цвета, такие хрустящие. Можете оформить с кунжутами перед тем, как будете ставить в духовку. Спасибо за просмотр. Люблю и обнимаю вас. Оставайтесь дома, пеките для своих родных. Будьте здоровы, берегите себя. Не забудьте подписываться.